3 недели назад сотрудники службы контроля животных нашли в лесу привязанную собаку. Она находилась недалеко от Далтона, штат Джорджия. Какой-то неизвестный просто застегнул кожаный ремень на шее несчастного животного и прикрепил его к мощной цепи, которая обвивала дерево. Найденный пес был тощим, грязным и очень испуганным. Понятно, что у этой собаки было очень жестокое прошлое, говорит Кортни Белль, директор службы спасения и реабилитации животных с особыми потребностями СНАРР. Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, что он на самом деле пережил, но в каком состоянии мы его нашли доказательства его ужасной, мучительной жизни, которая у него была до спасения. Офицеры, нашедшие беднягу, немедленно доставили его в приют, где назвали Стюартом. Но даже в теплом здании, окруженный добротой и заботой, пес никого к себе не подпускал. «Он не хотел, чтобы его трогали», — сказала Белль. «Иначе он будет рычать, а потом просто спрячется в углу и повернется лицом к стене». Он был закрыт от всего мира, в полном ужасе. Из-за такого напуганного и почти истерического состояния люди не могли даже снять ремень с шеи несчастной собачонки. Он напрягался каждый раз, когда кто-нибудь подходил к нему, поэтому спасатели просто сказали: «Знаете что? Давайте позволим ему расслабиться и успокоиться». Так что в первые дни никто сильно не пытался приблизиться к нему, объясняет Белль. Ребекка Рут, доброволец из Уитфилдского уездного приюта для животных, хорошо понимала, что Стюарту будет очень сложно найти дом из-за такого сильного страха. Все, чего хотела собака, чтобы люди поскорее ушли и оставили ее одну. Это было действительно душераздирающее зрелище, говорят в приюте. Но Рут была настроена на то, чтобы любыми средствами помочь Стюарту. Отсняв несколько фотографий, женщина разместила их на Facebook. И когда Белль увидела пса на фото, всмотрелась в его печальные глаза как бы со стороны, она поняла, что больше нельзя оставлять здесь несчастную собаку, которая все больше увядает день ото дня. Тогда она сказала: «Я сама займусь им». Белль забрала Стюарта из приюта и передала его в местную ветеринарную клинику. И только когда врач положил Стюарта под наркоз, чтобы стерилизовать его и провести некоторые тесты, можно было наконец снять злополучный пояс с его шеи. Пес проснулся уже без него и почувствовал себя другой собакой. Как будто этот пояс на его шее был бременем его прошлого, сказала Белль. В ту минуту, когда его сняли, и он проснулся от наркоза, пес будто открылся. Он стал играть и вилять хвостом. Сейчас Стюарт все еще находится в клинике, но Белль уже ищет для него такой необходимый ему дом. «Кажется, ему действительно нужно кому-то отдавать свою любовь», — сказала Белль, когда пес начал играть с одним из работников. «Видеть, как он играет с игрушкой, было для меня самой удивительной вещью на свете», — сказала Белль. Раньше он прятал голову в углу одной стены, потому что хотел убраться прочь от всего мира, а теперь он играет с игрушками и ласково виляет своим хвостом. Это замечательные улучшения. Рут не видела Стюарта, так как он ушел из приюта, но Белль часто рассказывает ей новости о немецком. «Я расплакалась, когда она прислала мне последнее видео», — сказала Рут. Псу еще предстоит пройти долгий путь и найти того человека, который примет его в свой дом и откроет сердце для него раз и навсегда. «Я думаю, что ему понадобится очень терпеливый усыновитель, он не может войти в любой дом», — сказала Белль. «Ему нужен кто-то с опытом тренировок собак. Я хотела бы, чтобы он очутился в тихом доме, и желательно там, где нет других собак». Стюарт действительно шел через тернистый путь и к своему счастью, но теперь этот малыш у цели. Кстати, Олли, которого выбросили на произвол судьбы, пришлось долго и усердно идти к тому, чтобы вновь довериться людям, но ему удалось. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.